Такой прекрасный закат в месте, где я живу. Солнышко садится прямо в залив, и это охрененно романтическое место и романтический вид. То есть ты подъезжаешь к заливу, солнце садится в залив, и это все очень круто видно, и солнышко переливается всякими красно-бордовыми цветами. В общем, если борода — это магнит для телочек, якобы, то стопроцентный убойный вариант для покорения женского сердца — это романтический закат. Ну, мне так кажется. Могу, конечно, ошибаться, но думаю, что это верняк. И даже педрила, который просил у меня сегодня в экономе воды, в этот ролик, наверное, до этого смотрели, я его выложу до этого. Даже этот педрила, который думал, что в экономе дадут воды пожрать и подотрут жопу, и все это за 108 рублей 75 копеек. Даже он не смог испортить мне настроение, потому что я знал, что сегодня увижу Катеньку по теперь уже моему любимому предмету социологии. Я хочу социологию, я люблю социологию, я обожаю социологию. Еду к ней навстречу, сейчас заберу ее и поедем на залив, и я просто буду. Вот так. Едем, короче. А вот и моя красотка. Ух. Держи себя в руках, Женя, держи себя в руках. Добрый вечер. Я думаю... Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Раз уж вы согласились на сегодняшнюю встречу, мы можем же на ты перейти? Ну, конечно. Супер. Мы же не такие старые, да? Еще? Катенька, вы прекрасно выглядите. Спасибо. И на самом деле, когда сюда ехал, был шанс еще зацепить закат. Вот еще солнце нам в спину светит, я хочу развернуться и посмотреть закат, потому что он красивый. Но что-то солнышко там, по-моему, либо уже спряталось, либо ушло за тучки. Но я готовился. Так вот, я хочу сказать, что этот закат был настолько красив. Я прямо всю дорогу им восхищался, пока за вами... Почему за вами? Мы же на ты перешли. Пока за тобой ехал. Но когда я тебя увидел, я понял, что этот закат... Этот закат недостаточно красив. На самом деле. У меня нет слов. Спасибо. Да, у меня нет слов. Нет слов, как человек после... работы преподавателем в нашей стране, я же сейчас забываю повернуть, может так выглядеть после работы. Я даже не очень понимаю. Ты же спортом, да, наверное, я смотрю, ты занимаешься, куда-то подхаживаешь? Да, Чуть-чуть. Когда есть время, потому что времени совсем нет. Так, у тебя какая-то еще занятость есть или что, или какая-то хобби, может? Много чего. Я еще маникюром занимаюсь. Маникюром занимаешься? Не, на самом деле я почему спрашиваю, ты выглядишь не на зарплату преподавателя, вот я к чему. Да, на зарплату то есть... преподавателя не проживешь. Да. Тем более так выглядишь. Конечно, я подрабатываю еще. Это прекрасно. Работа отлично. А ты где-то, можно посмотреть твою работу? Ты как бы, хорошо делаешь, да, я так понимаю? Да, я очень давно работаю. И ты где-то можно посмотреть твои работы? Да, в Инстаграме. У тебя Инстаграм есть? Конечно. Как у любой девушки есть Инстаграм. Скажи, пожалуйста, а как он называется? Сказка Нейлс. Сказка Нейлс? Угу. По-английски? Да. В одно слово? Нет, с нижним подчеркиванием. Сказка, нижнее подчеркивание, Нейлс? Угу. Катерина, у вас еще имя такое, для современности простое, и оно так притягательно в плане того, что вы выглядите как не Катерина, а зовут вас Катерина. Это на самом деле очень смягчает ваш образ, мне так кажется. Не знаю, может, я не прав. Еще, может, что-нибудь о себе
Почему я на вы? Я не знаю, мне я что-то... А я объясню почему. Преподаватель, и у меня пункт в башке. Преподавателя же нельзя на ты называть. То есть, поэтому я и говорю, все, вы да вы. Мне тоже тяжело перейти на ты. Ты скажи мне, пожалуйста, а чем ты еще занимаешься, может быть? У меня много хобби. Я вообще чем только не занимаюсь. Ну, там, Шью, семья, рисую. дети, Да, что конечно, у тебя там? У меня есть 2 детей. У тебя 2 детей, Да. а муж что-то... Все, муж Тоже есть. убился груш. Развелась. То есть ты разведена, у тебя 2 детей. Да. Знаешь, для первого раза, наверное, достаточно для себя рассказывать, мне кажется. Ну да. Ну, мне так Много. кажется. Вот. Так вот. В горле першит, извини, сейчас я водички попью, а то что-то у меня все пересохло. Я говорю, что, возможно, достаточно мне сегодня информации для первого раза. Ну, я тебе могу так сказать, я тоже разведенка с 2 детьми. Ну, то есть, ну, понятно, я разведенка с 2 детьми. То есть, если бы мы составили далеко идущую пару, то мы бы были многодетной семьей. У нас было бы 4 детей. Прекрасно, что вот здесь продлили дорогу прям до самого залива. Я так долго это ждал. Я тут еще не каталась. Да. Вот, а я тебя прокачу. Круто. Круто, да? Ну, это не к тому, что я бедный студент, который, ну, всех катает там просто к заливу. Мне просто хочется начать с романтики, вот, а потом уже перейти к супердорогим ресторанам, Макдональдс, Бургер Кинг, там, КФС. Ну, шаверма это как бы под Новый год, я думаю. Ну, или когда юбилей у тебя будет, мы сходим обязательно в шаверму. Я просто, на самом деле, хоть и достаточно уверенный в себе мужчина, но все равно я очень сильно волнуюсь, потому что ты мне, правда, очень нравишься. И я прямо вот как думаю о тебе, вспоминаю о тебе, я сразу начинаю эти мысли немножко отгонять, потому что я становлюсь каким-то таким, ну, немножко... Да какой немножко? Я прям конкретным дебилом становлюсь, и мне и очень сильно отвлекаюсь от дороги. И даже не слышу ничего. Ну, смотри, будем считать, что это супер охрененный закат, который прячется вот там за тучами. Типа, ну, это вот кусочек романтики, который я хотел ставить в наше первое свидание. Конечно, мы сейчас с тобой поедем, поужинаем обязательно. Я с удовольствием бы что-нибудь приготовил сам на каком-нибудь мастер-классе. Но время позднее, мы все с работы, и я думаю, что нам нужно обязательно сначала поесть, прежде чем удивлять друг друга кулинарными всякими хреновинами. А ты готовишь? Да. Ты еще и готовишь? Да, я повар. Ты еще и повар? Да. Ну, это далекое прошлое. Это далекое прошлое. Очень далекое. То есть ты повар, преподающий социологию и по совместительству мастер маникюра. Я очень увлекающийся человек просто. Скажи, пожалуйста, а ты, может быть, живешь в какой-то параллельной вселенной? Ну, в плане у нас 24 часа в сутки, а у тебя там, ну, может, там 48 часов в сутках и... Я просто мало сплю. А знаешь, блин, я не знаю, уже можно ругаться матом? Чувак по встречке едет. Нормально. Мне интересно, уже можно ругаться матом или нет в плане... Ну, я все равно, ну, не бывает пошлых, не пошлых шуток, бывают смешные, не смешные. Знаешь, мне нравится очень фраза: сейчас мы возьмем интервью у человека, который все успевает. Скажите, как вы все успеваете? Идите нахуй, мне некогда. Ну, то есть, вот. Ну, приблизительно. Это так, да? Я понял. Ну, то есть, просто ты не... У тебя нет каких-то занятий паразитов, то есть, ты не сидишь по, там, 3 часа в Инстаграме, 2 часа ВКонтакте, 6 часов в Ютубе, еще где-нибудь. Ты просто, ну, стараешься занять. А, у тебя еще 2 детей. Они сами в поле пасутся где-то, травку щиплют, или как ты этим-то занимаешься? Я не очень понимаю. Я так понимаю, там кто-то, наверное, помогает, да? Ну, конечно, мне помогают. Ну, то есть, помогают. они не так, что ты их запираешь, как бы, да, где-то в ящичке, да, и только на день рождения их достаешь, как бы. Сегодня вы стали сегодня на год старше. Не-не, сегодня мы школу посетили. Слушай, но я что я могу сказать вот на этом этапе? Да ты просто супер женщина. А просто чудо-женщина уже лейбл занят Марвелом. Или не Марвелом. Нет, чудо-женщина это самое Дикей, да? Это как не знаю, там мне DC? некогда смотреть кино. Что-то я вообще весь такой... Поедем, да, наверное? Да, с удовольствием. Знаешь, я
Можно руку? Нет, другую. Спасибо. Я очень рад тебя сегодня видеть. И я уже говорю, ты прекрасно выглядишь. Но солнце было бы ничего, да, если бы не туча. Вот. Мне кажется, что оно было бы просто замечательно. А знаешь, а я могу тебе тоже чуть-чуть про себя рассказать, Да, если тебе может быть интересно. Конечно. Я, значит, тоже обладаю какими-никакими талантами. Я веду блог на Ютубе. Я блогер. Тематика, связанная в такси. Я очень далека от этого. Ну, ты далека от этого, но я тебе тебе еще обязательно... Что-то я не понял, что тут за это. Я тебе еще обязательно расскажу поподробнее об этом, потому что, возможно, ты станешь частью моей истории. Хорошей истории. Я тоже неплохо готовлю, правда, образования у меня поварского нет. Я мастер спорта. Я очень долго выступал, да. Ну, немножко, может быть, заметила, что я чуть-чуть занимаюсь там, зарядку с утра делаю, да. Вот. Я пытаюсь занять... Ничего себе. Дебил. Пьяный дебил чуть в тачку нам не упал. Хорошее бы свидание получилось, да? Огонь. Я на нарах, а ты с истерикой и с валидо. Вообще жесть просто. Нормально, да, чувак? Ты же видела, да? Он смотрит туда и шаг делает под машину. Смотрите, причем на тебя смотрел. А значит, к моим талантам сейчас только что прилипла отличная реакция. Обратила внимание, да? То есть я хорошо вожу автомобиль, да? И у меня тоже 2 детей. Я в процессе развода с женой, поэтому я просто хочу тебе сказать, что я не бабник. В плане того, что я с соплями и слюнями кидаюсь на все, что старше 18 и привлекательно выглядит. Просто я действительно порвал отношения и сейчас открыт для новых. И мне кажется, что в мои эти открытые двери залетел прекрасный ангел. Вот я редко такие слова говорил. Обычно я такой был, знаешь, брутальный раздолбай, который: слышь, иди сюда, что ты, как там, как тебя зовут, иди сюда. Ну, я обычно так себя вел, мне казалось, это круто, но я стал старше, и теперь я веду себя, кто-то может сказать, как размазня, но, наверное, все-таки как... Трудно мне подобрать для себя определение, ну, ты сама разберешься, может быть, тебе определение подбирать не нужно. Вы же женщины, хотя нет, вы женщины любите ушами, вам нужно, это мы мужики. Слушай, ну мне уже ничего от тебя не нужно, ты готовишь и отлично выглядишь. То есть уже как бы все, что нужно для мужика, самые 2 коротких пути, которые есть к его сердцу, и через желудок, и через другое место, ты как бы, ну, их очень быстро как бы сокращаешь уже, очень быстро. Поэтому будем... Ну, сегодня, опять же, сегодня будем довольствоваться ресторанной едой, а в следующий раз, возможно, кто-нибудь что-нибудь кому-нибудь приготовит. Такое же возможно? Так. Все, тогда мы едем, и ты мне расскажешь еще что-нибудь про свою работу. Мне вот очень интересно, на самом деле, как у тебя вот эти преподавательские моменты складываются. Ну, мы сейчас начнем есть, чтобы я получше тебя слушал. Мы сейчас начнем есть, и ты мне все расскажешь. Да? Хорошо, конечно.